Я приветствую вас, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Лев, на канале Таро Инспирационе. Таро-прогноз и старинный цыганский пасьянс. Главное событие вашего июня. К чему приготовиться вам прямо сейчас? И рассмотрим с вами на одну ключевую позицию. Это как важное какое-то событие в течение июня, которое станет, возможно, поворотным моментом в ближайший месяц. И вот давайте узнаем, что приготовила судьба, ну и к чему приготовиться вам. Карты пасьянса нам расскажут и покажут. Рассмотрим значение выпавших карт с позиции позитивной психологии и здравого смысла. Меняла освещение, чтобы было видно хорошо. И что-то так не очень, чтобы не бликовали карты. Итак, что, может быть, карты нам расскажут, создает главную интригу событий или то, что постепенно подводит нас к какому-то итогу. Что для львов? Не буду складывать, но тем не менее тут у нас совпал череп. Череп – это переживание. Ну, значит, есть какая-то тема. Это что-то мелкое. Это, знаете, то, что не имеет отношения, опять же, к реальности. Но нам может казаться, что это супер важно. Мы можем думать тут и даже надумать себе того, чего не надо. Но вот пока я не вижу, чтобы тут вам что-то выпало и совпало одновременно. Очень интересно. А что это такое? Посмотрим повнимательнее. Мы в нашем пасьянсе можем соединять карты в крайних рядах по горизонтали и по вертикали. Но вот о чем-то вы переживаете. Но вот так, если посмотреть в целом на пасьянс, а как будто и смысла-то переживать нет. Но, может быть, не все так идет быстро, как вы хотите, где-то не вписывается во временные рамки. Вот такое редко бывает, когда в нашем пасьянсе не совпадает ни одно значение. Совпадает, смотрите, корона, власть. Корона, власть и одновременно переживания. Значит, где-то это могут быть, ну, корона – это всегда символ власти, мы говорим, как относятся к вам. Значит, у вас сильная позиция, но точно так же мы можем сказать, и, возможно, вам придется какие-то важные беседы, переговоры, о чем-то вы, ну, запланировали, возможно, себе, и где-то карты тогда будут говорить, что, а нет, тут, скорее всего, ну, как-то дело не движется очень быстро. Я, в принципе, могу такое допустить. И сейчас я сделаю не самый популярный метод. Мы еще раз перемешаем и разложим снова, правда? Потому что только корона и переживания. То есть, может быть, это у кого-то из вас переживания по конкретному вопросу, как бумага, документ, какие-то важные согласования, важная встреча, да? Ну, в чем же интрига? Тут как будто нет интриги, нет событий. Ну, так не бывает, наверное, в нашей жизни. Или когда июнь, я такое могу предположить, он будет достаточно спокойным. Где-то это планетарно тоже проигрывается. И вот тут нам уже поконкретней. Молниеносное известие. Мы видим молния. Смотрим дальше. Я уже точно знаю, когда-то я такое делала. И если на втором раскладе нет совпадений, иногда поясняет. Но если нет совпадений, то это идет как подтверждение. Поэтому нам ничто не мешает, да, сделать несколько необычно, отойти от такого шаблона. Молниеносное известие, но для вас, к радости, мои дорогие. Ну вот как-то так. Венок – это радость. Что тут нам еще? Рассказывают, показывают. А ведь и правда, спокойное течение жизни. Вот можем отчасти успокоиться, да? Значит, есть какие-то моменты, когда, ну сколько ты себя не тормоши, быстро дело не пойдет. Открытый путь. Нет у вас закрытых путей. Посмотрите, у кого-то ключ. Это может быть как подготовка к поездке какой-то. Возможно, подготовка по документам. Мои дорогие, любимые львы, у вас добрые перемены. Но это не происходит вот прямо так молниеносно, может быть, быстро. Вы так вот планомерно, пошагово, может быть, идете к осуществлению своей мечты. И я должна сказать, что на самом деле даже планетарно. У нас ведь в начало месяца идет как Венера в раке.
до 13 числа. 13 числа она перейдет в ваш знак зодиака. А Венера это у нас и любовь, и вопросы дома, жилья, личной жизни, но и одновременно денег. Поэтому тут Венера проиграется у кого-то больше через личную жизнь, а у кого-то именно достижения, но и заработки. И 15 числа, в середине месяца, у нас будет новолуние в Близнецах. Это как перезагрузка. Но с 9 по 13 волшебный период, когда встречаются две планеты малого счастья Венера и большого Юпитер. Более того, в самом конце месяца, мои дорогие львы, Юпитер переходит в ваш знак зодиака и для вас открывает период, ну, как минимум на полгода, период достижений. Поэтому вот смотрите, но с 9 по 13 это правда щедрый транзит, когда у нас есть возможность что-то осуществить для себя хорошее. Перевернулись, тем не менее, карты. Вот где-то Верховная Жрица, наверное, это как по первому раскладу, вот тот череп. Непонятно что, да, или непонятно, чего я тут переживаю. Может быть, или понятно для кого-то наоборот. Хотя беспокойство тоже может быть. Почему? Пятерка чаш, ну, есть какое-то разочарование. Разочарование, скорее, именно потому, аркан повешенный, что все как-то застопорилось. Тогда будьте мудры, мои дорогие, любимые львы. И если нам уже дважды как бы и пасьянс показал, еще и 3 карты перевернулись, говорят, видимо, ну, если ты такая, Фома, неверующая, ну, вам тут, понимаете, торопиться-то твое не нужно. Тут нужно так мудро, потому что Верховная Жрица – это та, которая все знает. Это та, которая слушает интуицию и которая себе много не рассказывает. Ну, давайте мы с вами на главное событие перейдем. Что же это будет для вас? Что это будет на самом деле? И вот смотрите, эта карта иногда сдача экзамена, ну, может быть, и жизненный экзамен, но какой-то поворотный момент, вот, может быть, совсем скоро в вашей жизни. По этой карте мы приступаем к обучению, например. Ну, может быть, кто-то уже приступил. Нужно получить сертификат, документ. Работа в команде по этой карте идет. Но любая тройка – это карта будущего. А по тройке пентаклей – это то будущее, которое, но все же оно идет в каких-то иных немножко энергиях. Какие это энергии? А это ваши новые планы. Возможно, вы что-то и подводите к итогу. Ну, давайте дальше посмотрим главное событие. А вы правда как к чему-то готовитесь? Девушка смотрит в окно. Сказать, что она прямо тут занята какой-то активной деятельностью, мы не можем. Правда, на самосохранение. Вот смотрите. Сохранение, возможно, финансов. И я не исключаю, что у кого-то из вас финансовая история, которую и хотелось бы решить, но как-то она быстро не идет. Тогда, мои дорогие львы, приготовьтесь. В течение июня мы все-таки смотрим, что вас ожидает именно до конца месяца, да, как главное событие, то здесь будет поворотный момент. Потому что рыцарь жезлов – это карта неожиданности. Хорошо, с чем связаны эти неожиданности? Хотя я так могу предположить. Может быть, это у кого-то будет прямо под самый финал июня. Или, если мы говорим астрологически, новолуние в Близнецах. Где-то вокруг этой даты, 15, да, если мы говорим. Ну, плюс-минус, конечно, это не есть один день. Это с заходом на июль. Но здесь может быть даже в средствах массовой информации нечто, что мы услышим, или пусть это по работе, и нас это, знаете, так может выбить из колеи, правда, посмотрите. Ну, будьте готовы к тому, что, может быть, сначала вот как ничего не меняется, а потом приходит какая-то неожиданность, или это с конкретным человеком может быть связано, рыцарь жезлов. Либо гонец как пришел, да, или какую-то информацию вы получили. Это что-то скоро. Это действительно как молниеносно. И жизнь у вас совершенно в других энергиях начинается. Аркан колесница. Кстати, эта карта может свидетельствовать о том, что вот даже банально, главное событие, ну, кто-то занят будет автомобилем, но иногда эта карта проигрывается, но более, конечно, это старший аркан и дорога к успеху. И карта говорит, не оглядывайся назад. А что это такое, с чем связано? Ну, не оглядывайся назад. Должно быть какое-то изящное завершение вопроса у вас. Именно изящное. Мне нравится эта трактовка, колет барон Рид. И вот и правда, по Луне, смотрите. Главное событие, хочется сказать, в какой-то момент июня
вы получите либо сведения, либо, может быть, это такой контакт состоится с конкретным человеком, который вам принесет эту новость. Или пусть новость вы услышите, а вы будете обдумывать, как это относится ко мне, или каким образом мне действовать. И, может быть, по Луне что-то совершенно непонятно, потому что это всегда как сумерки. Но, тем не менее, действовать вам, скорее всего, придется. Тут вам, возможно, как придется куда-то быстро поехать, я не исключаю. Возможно, вам придется сменить свой график, режим трудовой отдыха, ну, может быть, и буквально график работы. Возможно, работа у кого-то как на расстоянии, переездов много. И вот смотрите, основная ваша задача – фильтровать информацию. Пятерка жезлов – информационный хаос. Значит, будет очень много каких-то новостей, причем разрозненных. И тем не менее, придется как будто вот перелопатить эту кучу, мои дорогие. Надеюсь, вы понимаете мой сленг, потому что рациональное зерно есть. Но пока мы до него доберемся, докопаемся, это будет не сразу. И по этой карте мы особо никому не верим. Это точно, потому что, смотрите, тут ваш адрес может быть что-то такое очень приятное. Но по пажу чаш, да, это приятные эмоции, хорошее настроение, все это проигрывается. Ну вот мечтает наш молодой человек, да, и здесь где-то приятные такие либо воспоминания, либо проекты, может быть, да. А вверху у нас поросенок с крыльями. Мы знаем, свиньи не летают. Поэтому тут не замечтаться самое главное, чтобы не расстаться у разбитого корыта. Буквально так. Чаша пустая. То, что он представляет в реальной жизни, это не совсем так. Поэтому быть реалистом и, может быть, по Луне, как аккуратно пройти до конца июня, или прожить, будем говорить, да, когда мы грандиозных планов точно тут не ставим и учимся себя сохранять. Я бы еще сказала, избегайте толпы. Вам в другую сторону, мои дорогие. И если это касается, к примеру, работы, когда есть какие-то коалиции, да, одна, вторая и противоборствующие. В коллективе, к сожалению, такое бывает. И вот начинается, как перетягивают вас либо в одну сторону, одни настаивают принять вот именно их позицию, другие точно так же, но на чем-то своем. Вот вам и не вправо, и не влево. По Луне мы как будто проходим между того, что для нас буквально может быть опасностью. И переложите просто на свою жизнь, поскольку лев это ведь не значит, что как бы объединяет ваш знак зодиака многих, но это не значит, что судьба, она ведь у каждого своя. Поэтому у каждого в какой-то своей жизни, в своей сфере, точнее, жизни, через свои обстоятельства, вот что-то подобное будет проигрываться. По сути дела, вот так вот, если по-простому сказать, вокруг вас может царить какая-то неразбериха. Неразбериха как и информационная, так и люди как-то могут себя вести, но, на ваш взгляд, странно. И вот, видимо, ваша сила, мои дорогие львы, в том, что вы, в принципе, вот как-то так очень рассудительно относитесь как и к событиям, так и к тому, что вы слышите, что говорят, или к чему даже призывают. Карта «Шестерка Пентаклей» финансового успеха. И значит, эта позиция вам дважды помогает в заработках, помогает договориться. Это всегда карта нас призывает держать баланс, но более того, вам сейчас высшие силы помогают. И я могу даже допустить, что вот до конца июня позвольте, наверное, ситуации развиваться ровно так, как вот это идет. Потому что старший аркан Колесница – это и есть сами по себе перемены, но мы тут не можем это изменить. Нам именно нужно, как по дорожке лунного света, пройти вот между каких-то конфронтаций, себя беречь, себя сохранять, фильтровать информацию, но и не очень-то доверять, мои дорогие. Может быть, вот та корона, которая в первом пасьянсе выпала, она будет говорить о том, что люди могут видеть вас лидера, а оно-то так и есть. А тем более все к тому стремится, потому что Венера переходит в ваш знак зодиака 13-го, и вы становитесь очень привлекательны. Вы притягивать как магнит будете к себе людей. А более того, когда еще и Юпитер 30 числа, он тоже будет в вашем знаке зодиака. Конечно, это больше достижение, работа, но у кого-то документы или, опять же, деньги, то, может быть, вот заходом на июль у вас, знаете, будет какой-то прогресс, а до конца июня вас как судьба подводит к какой-то истории. Вот именно к какому-то очень важному событию. Так что это
за события. Не будет как прежде. Аркан страшного суда, вообще карта выздоровления. Выздоровление, освобождение от боли, от страданий. Тут какие-то очень важные договоренности. И если мы говорим о Венере, то до конца июня вопросы личной жизни. Но, может быть, и вашей личности. Ого, как, солнышко. Оно того стоит, мои дорогие львы. Наверное, не случайно мы сегодня и не зря сделали такой расклад на 2 пасьянса, да? Потому что это у вас как дорога к солнцу. И если мы говорим, что же это будет для вас, вот полгода по этой карте выбор правильного направления, в котором в этом выборе, пока вы его не сделали, вам не следует торопиться. Тут многие вопросы, я вам точно говорю, помимо вашего участия будут проясняться. Вам остается только наблюдать мудро, слушайте свою интуицию. Вот выздоровление идет, да, по страшному суду. И, знаете, есть у нас колода такая, колесо года. Мне нравится, как называется эта карта «Дорога к свету». Только мы об этом сказали, потому что там на карте солнечные лучи освещают путь героини этой карты. И вот, пожалуйста, солнечные лучи, у вас выпадает карта Солнца. Лев идет своим путем. Ну и, безусловно, 10 кубков – это эмпатия. Это и счастье, это, безусловно, радость. У кого-то это будет связано с семьей, у кого-то может стать поворотным моментом в личной жизни. Но все-таки не замечтаться. Ну и к чему приготовиться? К чему же это все идет? Хотя карта Солнца нам уже сказала к новому периоду жизни. Совершенно какому-то новому жизненному этапу. Значит, позвольте ситуации как раз или судьбе расчистить для вас пространство. В последующем к чему все идет? Будет или складываться так обстановка, что вам, возможно, буквально придется куда-то поехать быстро. Возможно, вот для чего нужна правильная работа с информацией. Может быть, это где-то начинается в июне, ну, правильно оценить то, что вы слышите, то, что вы видите. И, кстати, по новолунию в Близнецах нас призывают энергия не торопиться. Почему? Потому что в конце июня Меркурий, а это планета-управитель Близнецов, она уйдет в ретро-движение. И у нас сейчас в течение лета Плутон тоже где-то как владыка кармы, такая вот серьезная планета, она тоже в ретро-движении. И более того, нам даже по Плутону говорят, что если у тебя сформировался какой-то вопрос или проблема, дилемма, назовите как угодно, сформировалась, может быть, на еще на мая или на начало июня, ты в течение лета постепенно решишь эти вопросы. Поэтому у нас тут совпадает, ну, самое начало июля и конец июня, именно вот с такими ретро, да, с каким-то дежавю. Может быть, и вам придется. Но тут, посмотрите, ведь эта карта именно достатка, карта финансов. Вот очень импонирует. Какой-то прогресс по части денег, мои дорогие, ваших заработков. Может быть, это у кого-то придется решать какой-то финансовый вопрос. Для кого-то, может быть, и так деньги приходят, но вам нужно совершить какой-то платеж или закрыть что-то, да, закрыть кредит. Или, может быть, решить тему, которая тоже где-то сопоставима с финансами. Вот здесь может быть такой момент, что вроде деньги получил и вроде как и отдал. Ну ладно, к чему же еще приготовиться? Аркан мага. Но то, что вы будете очень привлекательны, это одинаково для девочек моих дорогих, это где-то и для мужчин, потому что у вас такие карты выпадают. Но мужчины могут быть так и недоступны, хотя про девочек могу сказать то же самое. Мои дорогие львы, здесь, конечно, может быть конкретный человек, если мы говорим о новолунии в Близнецах. Иногда эта карта в некоторых колодах. В одном углу символ Меркурия, в другом Близнецы или Дева. Может быть, это у вас и есть контакт с таким человеком. Но это ваша энергия. И все то, что я, наверное, все время рассказывала, магами не рождаются, магами становятся. И вот если мы сказали, к чему все идет, это для вас как становление мага. Он великий практик. И маг – это чаще всего тот, который прошел очень сложный жизненный путь. Это не тот, который родился, знаете, под счастливым, мы говорим, звездой, у которого все легко и просто. Нет, здесь
как минимум предшествовал долгий, сложный период, как поиск себя. Но именно теперь вот к чему все идет, к вашим совершенно другим возможностям. И к чему приготовиться? Аркан мир. Вообще здорово, у вас такие арканы выпали. Ну, мы, конечно, надеемся, что, в принципе, по миру, да, тут нет ничего невозможного, и как падают какие-то барьеры. И два старших аркана, к чему приготовиться. Вот я говорила, вас судьба ведет своей тропинкой. И значит, где-то на вас будут оказывать влияние как события извне, так и то, что происходит в жизни людей. Вам остается только быть магом, чтобы не самому куда-то лететь, торопиться, а правильно, мои дорогие, провзаимодействовать со всем этим. Ну, может быть, и проманипулировать, кстати. Великий манипулятор, мы говорим. Я ведь не исключаю, что и люди пытаются делать то же самое. Поэтому для вас в этих энергиях быть совершенно необходимо. И слушайте интуицию. А для кого-то из вас к чему все идет? Правда, падают барьеры, и мы надеемся, что воцарится мир в ближайшее время, что где бы вы ни находились, будет у нас на планете Земля как-то спокойнее, или сильные мира сего сумеют договориться, по крайней мере, тенденции к миру, они уже очевидны. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые львы, а я благодарю вас за то, что вы смотрите мои видео, за ваши волшебные и добрые комментарии. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал, подписывайтесь на мой телеграм-канал. Ссылки в описании под видео. Берегите себя, а я вас люблю, и вы будьте счастливы, будьте любимы всегда.